Словно гору несла в подоле, всего тела боль. Я любовь узнаю по боли, всего тела вдоль. Словно поле во мне разъяли для любой грозы. Я любовь узнаю подали, всех и вся вблизи. Горловых ущелий ржавь, живая соль. Я любовь узнаю по щели, всего тела вдоль. Гадание на любовь для вас этим летом или о любви, как хотите. Испанское таро. Задавайте картам ваши вопросы. Гадание будет по знакам зодиака. Помните, что когда мы говорим о любви, для вас становится актуальным не только положение Солнца в вашей натальной карте, но и положение Венеры, планеты, которая за всякие вот эти романтические дела отвечает. Вспомните, где у вас Венера, в каком знаке. Это всегда работает. И небольшое философское замечание у меня для вас. Если вы одиноки, конечно, в основном мое гадание для вас, для одиноких зрительниц, зрителей в меньшей степени. И если вы одиноки, вам кажется, что вот эту самую любовь прекрасную пронесли мимо вас, вот всем раздали, а вам не досталось. Это не так, я вас уверяю. Вот я совершенно уверена, что, знаете, космос настоящую любовь всем раздает. А в чем разница? Разница только в том, что вот у одних хватило смелости ее взять, на нее согласиться, а для большинства это непосильным грузом оказалось, потому что любить это больно. Это очень больно, мы знаем. И психика наша устроена так, что она вот этой боли избегает. И вот этой боли как будто бы заранее боится. Поэтому, знаете, в своем одиночестве и в своем пустом доме, в своем пустом сердечке, виноваты вы сами, хотя тут вины вашей нету, потому что это набор комплексов, травм и так далее. Убежали от боли, побоялись, не согласились на нее, сберегли себя, засиделись, сохранили зону комфорта для себя. И вот результат. Но не все еще потеряно. Впереди 3 месяца роскошного лета. Я вам всем желаю, если вы одиноки. Если вы не одиноки, вы, наверное, не смотрите это видео. Я вам всем желаю эти невероятные эмоции, это невероятное чувство, конечно же, испытать. А карты только лишь нам подскажут, где ее искать, любовь, искать в конце концов или нет, или она сама навстречу к вам спешит. И еще одно будет у меня замечание. Знаете, я сегодня ветреная и слаба, поэтому говорю стихами. Вот смотрите, тоже для части зрительниц сейчас будет очень актуально. По несчастью или к счастью, истина проста. Никогда не возвращайся в прежние места. Даже если пепелище выглядит вполне, не найти того, что ищешь. Ни тебе, ни мне. Это я для вас, если вы мечтаете вернуть бывшего. Подумайте об этом. В одну реку дважды не войдешь. Историй вот с такими счастливыми воссоединениями после разлуки мало-мало на планете. Как правило, это напрасно, как правило, это пустое, ничего из этого не получается. Мы недавно только стали свидетелями совершенно драматической истории, как воссоединились и поженились Бен Аффлек и Дженнифер Лопес, да? Вот. И быстро-быстро развелись. И мы видим только вот эту вот печальную картинку, и то как-то больно, да, за них. Но представляете, что им самим вот пришлось в этой истории пережить. Поэтому с возвращениями любви, с возвращениями к бывших, это все очень-очень тонко, сложно. Хотя я понимаю, как хочется. И больше всего хочется этого. Да? Ни на кого не смотрите, никто ваш глаз не цепляет. Только один образ пытаетесь, ловите в толпе. Только от одного человека ждете сообщений, признаний и прочего. Но будьте осторожны. Все, собственно, с философией мы на сегодня
закончили. Теперь давайте перейдем уже непосредственно к гаданию. Так, гадаем мы на целое лето, на 3 месяца. И чтобы не вносить хаос, по порядку будем уважать зодиак. Гадания, предсказания по порядку будут. Настройтесь, пожалуйста, поймайте вот эту вот волну, подумайте, чего вы хотите в любви. Не устану повторять, что наше внимание и наши желания не всегда совпадают. Это прям вот у нас буквально тема месяца. Итак, Овны. Советы о любви, предсказания, не знаю, что вас ждет, посмотрим. Карты честные. Здесь, кстати, перевернутые карты есть, прямые всякие. Ну, как будто бы мужской образ появляется. Хотя такой, знаете, сложный образ. Странный иерофант. Как бы, как ни крути, это все равно человек, это все равно такая личная энергия. Это может быть мужчина старше вас, указание на мужчину старше вас по паспорту или по состоянию его души, знаете, учитель, это может быть ваш преподаватель в университете, да-да, как часто девчонки в них влюбляются. Ну, знаете, овны на то и овны, да, вы в мир приходите, чтобы трудности преодолевать. Отношения сложноватые идут. Сложноватые, знаете, такие на грани разрыва, на грани распада. Но распада не будет. В этом и смысл перевернутой башни. Знаете, прошли по краешку. То есть почти не сложилось, там почти потеряли человечка, почти потеряли чувства, почти, в общем, но как будто бы удалось что-то спасти. И семерка, да, тоже переворачивается, это семерка же, да, жезлов. Она говорит о ненужной какой-то ревности, о какой-то такой вот ненужной соревновательности. Не самый оптимистичный, не самый простой расклад. Но тем не менее видно, что у вас в фокусе внимания все-таки есть конкретный человек. Видно, что за, не знаю, за любовь или за его внимание можно и нужно побороться. Достигнете вы этой цели или нет? Давайте 4-ю карту вопреки правилам все-таки достанем, чтобы разобраться, потому что перевернутая семерка жезлов — это всегда вот предупреждение. Вы напрасно сражаетесь. Может быть, путь к сердцу этого человека и к счастливым отношениям проще. Вот если вы не будете сами придумывать, создавать препятствия в своей голове, если вы не будете бороться с ветряными мельницами, понимаете? Что-то в этой любви вашей вам же кажется недостижимым. То есть напрасные сравнения, напрасные слова, виньетка ложной сути. Уж извините, я сегодня прям только на стихах. Давайте 4-ю карту какую-то поясняющую. Требуем пояснительную бригаду. Стараемся, вникаем. Ну, портрет мужчины все-таки есть. О, пояснительная бригада пришла вовремя. Мужчина любит вас. Любящий мужчина. Король кубков. Чувства у него есть. Фух, слава богу, можно прям выдохнуть. Но вы почему-то в этих чувствах очень сомневаетесь. Ну, действительно, потому что он для вас иерофант, как духовный наставник, как учитель, как икона. Вот, знаете, проходили мы такой вот человек, которого любишь, но до которого вот прям просто боишься дотронуться, потому что он вот какой-то вот такой, не знаю, как с другой планеты герой. Ну, я вам желаю все-таки, поверьте, он будет, может быть, выглядеть холодноватым, но поверьте, сердце его полностью ваше, и эти чувства надо как-то разглядеть. Вы знаете, такую тоже вот избитую истину, но все-таки многие и часто об этом забывают, уже вам напомню. Знаете, мужчины не бросают каких женщин. От каких женщин мужчины не уходят, ну в том числе, да, не уходят они, задерживаются они с женщинами, которые за их брутальным фасадом, таким уверенным, умеют разглядеть вот маленького, вечно сомневающегося мальчика, да, и женщина это должна этого мальчика понять и простить.
Ну ладно, это глубоко, эта тема. Так, тельцы. Ваша любовь этим летом. Я тоже загадаю, потому что я телец. Ну, не знаю. Такое, да? Спорно. Четверка говорит о стабильности, о сохранении отношений в принципе. То есть в вашей жизни, может быть, в личной жизни вашей все, ну вот, остается на своих местах. То есть достигнуты какие-то несгораемые вершины вашей любовной истории. Сохраняются отношения. Денежная карта, поэтому вот актуально, и в том числе актуальны вопросы материальные, которые вас связывают. Мы знаем, что это часто такое бывает. Перевернулась карта у нас вообще-то. То есть это карта жадности. Советует она вам, ну, оценить и удержать. Это то, что вот остается, но все время вот как будто бы рискуете потерять, если будете недостаточно ценить. Такое ценить. Как вот я меньше всего хотела здесь видеть злодейку-разлучницу. Ну что делать, девочки-тельцы? Ну что делать? Ну есть. Ну что есть, то есть. Из песни слова не выкинешь. Но есть какая-то женщина, которая, ну так скажем, близко ли она, далеко, не знаю я, но она не желает добра вашему союзу. Эта женщина костьми ляжет, чтобы вы вот с вашим загаданным мужчиной или с новым вашим мужчиной, чтобы вы не были вместе. Есть злодейка, соперница. И она как раз вот расшатывает ситуацию. Она вот как будто бы подталкивает вас к этой потере. Но тем не менее... Десятка, да, кубков. Вообще-то это апофеоз. Это достижение такой наивысшей вообще-то точки в ваших отношениях. То есть любовь будет, новые знакомства тоже очень даже возможно. Да, прицепом идет злодейка, соперница. Но как будто бы это все-таки в итоге не сильно помешает. То есть торжество любви, десятка кубков вам обещает свидание, признание. Она вообще карта такая изобильная. И она, знаете, десятки, да, это такая отсылка всегда к какой-то множественности. То есть у вас много может быть разных любовных переживаний с разными людьми, понимаете, да? То есть вы в счастье купаетесь, в любви купаетесь. Надо ли что-то выбирать? Кого-то? Не знаю, карт про выбор вообще-то нет. Держите все, подгребайте. Всех впускаем, никого не выпускаем. Пояснительную бригаду, еще четвертую карту достанем. Все-таки о ком идет речь? Что это за чувство? Я не гарантирую. Оно четверка, да, мы начали с четверки. Не так уж прям о новом знакомстве речь идет. Более история, которая уже есть. Больше как-то вот на нее похоже. Ну, давайте еще одну карту, вопреки правилам тельцам. Колесница, да, перевернутая. Еще так и рука тянется еще одну карту достать, но ограничимся. Ну, как будто бы вот судьба не на вашей стороне, как будто бы судьба вроде бы вас разводит. Дорога. Чья-то дорога окажется лишней. Это дорога, которая ведет вас не друг к другу, а ведет она вас к разлуке. Это может быть совет карт. Не уезжать, не уезжайте, или там работу не меняйте, или не меняйте город, место жительства, или просто сами не меняйтесь, потому что вот перевернутая колесница, повозка, да, перемены к худшему. И если они случатся, что поделать, ну вы сами хотя бы эти перемены не провоцируете. Дорога к худу, дорога к худу, перемена к худу. Ну такое, хотелось бы получше. Близнецы. Для близнецов. Близнецов. Соперничество в любви. Причем карта переворачивается, то есть соперничество придуманное, ложное, пустое, нечестное. Опять же, перевернутая карта. То есть от того, что оно надуманное и надуманная ревность, от этого абсолютно не легче.
То есть ваши любовные истории этим летом выглядят такими хлопотными, напряженными. И вот немножко, знаете, идет здесь такое уязвленное, ну, самолюбие, что ли. То есть покажется, что как будто выбирают не вас. Опять же, только покажется, я надеюсь. Посмотрим, это одна карта была только. Ну, такое начало. Угу. Но чувства большие, любовь всей жизни, может быть, самая большая в вашей жизни, или первая, может быть, любовь в вашей жизни. То есть вы этим летом переживаете действительно настоящий, полноценный роман, ну, туз кубков, главная карта про любовь, тут комментарии излишние. Избегайте ревности, избегайте вот этого соревновательного духа. Да, он иногда помогает. Он иногда помогает вот в тонусе держаться. Но перевернулась карта, то есть ревностью можете все испортить. Ого! Девятка. Торжество. Ну, прям торжество любви. Свидание, время романтическое, которое вы проводите вместе с любимым человеком. И, ну, в общем-то, да, девятка, это уже она приносит какой-то покой, уверенность в чувствах. Самые добрые слова, самые доверительные отношения, свидания, да, встречи, которые в доверительной обстановке проходят. Если вы одиноки, новое знакомство очень даже вероятно, очень даже может быть. Ничего мы здесь не исключаем, но вот предупреждение только одно. Покажется, что напрасно покажется, что вот там знаете, вот перевернутая пятерка жезлов, плохая карта для неуверенных в себе девочек, которые вот готовы сбежать со свиданий, только лишь заподозрив, что ну как будто бы она не одна, как будто бы в тень какой-то такой конкуренции. Вот этого бойтесь, все остальное прекрасное, прекрасный прогноз. Любовное время, романтическое время, полное сердце. Все, портрета никакого нет, но вы сами знаете, о ком речь идет. Не буду ничего тут говорить. Рак. Карта для рака. Конфликтность присутствует конфликтность. Остерегайтесь какого-то мужчину, молодого человека, ну, рыцарь, да, скорее молодой человек, который плохо себя ведет по отношению к вам или просто плохо себя ведет. Мужчина, который провоцирует конфликты. Притом сам он ссориться не хочет. Вот у вас портретная карта, определенно. Король жезлов у нас есть. То есть огненный мужчина, возможно, по стихии огненный. Лев, стрелец или овен. Ну, так они вам не очень подходят. Ну, знаете, любовь не выбирает, сердцу не прикажешь. Мужчина вас этим летом ждет, возможно, новый, возможно, уже известный. Почему он с жезлом в руках? Потому что он активный, настойчивый. И вам его внимание его искать не надо. Он сам все решит, сам пригласит, сам позовет. Но он какой-то слишком боевой. Вот меня пугает немножко его портрет. То есть, может быть, таких людей, кстати, полно. Это тоже от гороскопа зависит. А люди некоторые вот видят любовь как вечное столкновение, вечную ссору, вечное выяснение отношений. Вот портретик вот какой-то такой здесь напрашивается. Может быть, вы своей вот этой мягкостью и принимающей добротой вот вашей как-то уймете его пыл. Ну, в общем, пылкий любовник, который постоянно на ровном месте пытается с вами поссориться. Не знаю, может быть, вам тоже это нравится. Смотрите, у вас все портретные карты. Не всем так повезло. И опять рыцарь, и опять перевернутый. Ссорятся и деньги не дают. А может быть, это ссоры как раз из-за денег. Ссоры из-за каких-то материальных вопросов, бытовых таких вопросов. Ну, не скажу, что это все плохо, по крайней мере, явно насыщенная жизнь любовная вас ждет. Ну, с этим справитесь, наверное. Почему? Вот прямые бы эти рыцари у нас были, и мы бы здесь просто увидели умного, добропорядочного и щедрого жениха для вас. Но не могу этого сказать. Как будто бы, знаете,
На самом деле он как будто бы может быть таким. То есть это как бы перспективный жених, да. Но пока вот что-то, какие-то бесы его толкают под локоток, не дают ему себя нормально вести. Но тем не менее это явно любовная история, явно в фокусе внимания у вас. Мужчина достойный сам по себе, к нему самому вопросов нет. Король жезлов знает, чего хочет, и хорошо выглядит. Ну вот что-то вот путаются в показаниях, путается его позиция в отношении вас. Лев. Так, для львов приостановлено что-то. Это может быть разлука по техническим причинам, когда вы разъехались там по разным континентам, например, не можете быть вместе. Это может быть не окончательный разрыв, но тем не менее время, которое вы вот проводите порознь. Судьба, космос дают вам время подумать, насколько вы друг другу нужны, насколько вы сможете сохранять чувства в разлуке, понимаете, это тоже ведь не всем дано. Вот. Но тем не менее пара для вас есть. Это все-таки двойка кубков, карта так и называется пара. Определенно есть пара и определенно есть какой-то человек рядом с вами. Но пара вот такая не пара, опять же, потому что карта перевернулась. Знаю, многие не любят гадания на перевернутых картах, но вы знаете, больше советов, больше информации, когда вообще по правилам искусства так положено, именно гадать. Склоняюсь я к разлуке. Вдруг как будто бы не хватает ресурсов, и причем у вас обоих не хватает ресурсов. Вы вот с двух сторон не торопитесь быть вместе. А еще эти карты обещают, возможно, одиноким львицам, знаете, невыгодное знакомство. То есть вот знакомство, но вот почему-то очень трудно разглядеть, а какими, собственно, ресурсами вы будете обмениваться. Вы не будете спорить, я надеюсь, вы знаете, что любовь – это любое партнерство, это обмен ресурсами. А здесь как будто бы вы друг от друга свои богатства прячете, как будто бы каждый все при себе хочет оставить. И вот, а почему я буду? Не знаю, ну сложноватый какой-то такой прогноз. Но тем не менее колода советует вам разглядеть вот это вот везение в том, что, ну вот в этом человеке, в этой любовной истории, в общем-то, космос на вашей стороне. То есть это могут быть случайные встречи, это может быть действительно какое-то уникальное везение, которое вот там раз в пятилетку. Бывает у нас все со знаком чуть-чуть с издержками, с какими-то. Вы знаете, скажете так, вот повезло, новое знакомство, новый жених, чувства есть. Но, во-первых, есть разлука, а во-вторых, вот повезло, но хотелось бы, чтобы повезло больше. Карты предостерегают от, может быть, от излишней требовательности к партнеру и к этой истории. Хотя про требовательность к себе карты ничего не говорят. Поэтому рассчитывайте, да, на пару, на близкого человека рядом. Рассчитывайте на некоторое везение. Ну, разлуки, любовь без разлуки, это, знаете, как суп без соли. Так надо, значит. Испытание. Для ваших чувств разлука – это испытание. Ну, неплохо вообще-то. Дева. Для девы гадание у нас будет. Так, девы как будто бы остаются при своих. Доверие, дружба. Вот это то, что преобладает сейчас в вашей любовной истории. Вообще, знаете, вот карты, когда они вот такие симметричные, симметрично нарисованы, мы меньше учитываем перевернутое положение. Не смотрим на это. Это шестерка пентаклей. Дружба, которая перерастает в любовь, превращается в любовь. Это и совет для вас. Может быть, вы присмотритесь к кому-то из своих друзей, может быть, на самом деле вы давно уже в глубине души не друзья, может быть, вы романтические чувства друг к другу испытываете. Но в целом это карта сохранения. Если это новое знакомство, то это очень подходящий для вас человек. Знаете, крышечка
на кастрюльку строго по размеру. То есть человек похожий на вас по своим, ну, знаете, по возрасту такой же, как вы, по деньгам такой же, как вы, по образованию такой же, как вы. В общем, да, иногда шестерка пентаклей говорит, ну, не ждите принца, а соглашайтесь на, в общем, его пажа. Без запросов. Любовь без запросов, так скажем. Хотя это только первая карта была. Что-то дальше там будет. Ну, что-то вот как-то... Вообще исполнение... Прекрасно, прямая звезда, да? Исполнение мечты у вас. Исполнение мечты о любви. И вот здесь не ошибитесь. Бойтесь своих мечт, ибо они сбываются, да? Потому что... Что вы намечтали себе? Мечта становится явью. Ну и солнце. Солнце тоже мы можем перевернуть, потому что у него плохих значений нету. Великое счастье испытаете, жар страсти. И очень со многим... Это, знаете, солнце — это всегда раскрытая тайна. Может быть, тайные чувства. Вам кто-то признается в своей тайной влюбленности, именно тайной вашей, своей какой-то к вам привязанности. То есть, наконец-то, ну, такая ясность в отношениях у вас наступает. Новое знакомство вполне себе возможно, я к этому склоняюсь. Хороший прогноз и очень, знаете, такой теплый. Карта звезда здесь выпадает вам, да, то есть вот, ну, это максимальное исполнение ваших желаний. Не знаю, что вы успели там намечтать. И солнце, но помните, что солнце-то тоже звезда вообще-то. Поэтому у вас две звезды в одном раскладе из 3 карт. Наше гадание продолжается прогнозом для весов. Прогноз о любви или на любовь, как хотите. Для вас на это лето. Что у вас за планы, что у вас за желания? Пожалуйста, спрашивайте карты, думайте, мечтайте, включайте свою интуицию. Мы только подсказки даем здесь, где ее искать, например. Итак, неготовность у вас есть, закрываетесь от чувства или закрываетесь от некой любовной истории, как будто бы хотите убежать, побыть в одиночестве. Неплохо, это иногда тоже нужно. Тем не менее, мужчина жаждет общения с вами. Мужчина, по всей вероятности, новый, очень активный, который... Есть у него чувства или нет, карты нам не говорят, но он так думает. По крайней мере, он стремится вас завоевать или привлечь к себе ваше внимание. Рыцарь, поэтому да, очень даже может быть, что это новое знакомство. Собственно, вот эта закрытость, может быть, и его тоже. Знаете, такие, ну, есть чувственные, противоречивые натуры, особенно творческие, которых ум с сердцем не в ладу, которые, вот, знаете, вот, транслируют одновременно очень разнонаправленное желание. То есть этот человек может быть рядом с вами, он может показывать временами активность, и проявлять может настойчивость, там, признаваться в чувствах и своих каких-то страстных. Временами он может быть холоден и может исчезать. Ну, все как вы любите, в общем. Туз жезлов все-таки это, знаете, это самая главная сила, карта мужской силы или мужской страсти в колоде Таро. То есть очень настойчивое желание есть у одного конкретного человека в отношении вас. Вы ли его избегаете? Или он сам настолько испугался вот этой страсти, что она его поработит, что она его разорит, что, в общем, недалеко от истины. Не знаю, любовь с небольшими препятствиями, с какой-то холодностью, но тем не менее она есть. Новое знакомство, возможно, продолжение отношений. То есть второй сеанс тоже очень даже возможен. Карты настаивают на том, что мужчина инициативный, мужчина очень активный. И это ответ на вопрос, который вы, может быть, успели уже задать. А надо ли мне самой вот первой звонить, писать, надо ли мне что-то вот как-то самой стараться? Нет, нет и нет. Это явно мужчина, который сам все сможет, сам все решит, и сила его чувства, опять же, не чувства, скорее сила его
интереса к вам хватит, чтобы вам признаться, чтобы вы его заметили. Это человек, который незамеченным точно не останется. В общем, ждите огня, ждите страсти. Что с этим делать? Решите сами. Для Скорпиона гадание на любовь этим волшебным летом. Задайте картам ваши вопросы. Расскажите космосу, чего вы ждете от любви. Какой любви? С кем? Посмотрим, что здесь есть у нас. Вы знаете, со старшего аркана начинаем, да? Как будто бы гармония, как будто бы то, что ждете, как будто бы вот все становится на свои места. Нам нужны, естественно, пояснения какие-то. Старшие арканы. Это лето не пройдет незамеченным для вас в любви. Очень серьезные, крупные события, очень большие перемены вас ждут. Безусловно, хорошие. Но, знаете, в любви перемены к лучшему. Для кого-то это новое знакомство, для кого-то продолжение отношений, для кого-то прощение, прекращение ссор. Но для кого-то это расставание может быть. Да? Поэтому у вас начинается новая эпоха, новая веха в жизни, вообще в вашей романтической жизни. Это путь, который вполне себе может быть долгим. Если случится новое знакомство, то да, можно рассчитывать, что это надолго, может быть, прям-таки вот на всю жизнь. И будет это знакомство очень-очень правильным, счастливым, очень по судьбе. Это будет такая вот идеальная любовная картинка, где не дать, не взять. То есть это то, что вы, может быть, и не хотели, то, о чем вы не мечтали, но это то, что вы заслужили, это то, что Вселенная сейчас теперь решила вам отмерить. Это очень счастливые карты. Они вам обещают вот мир в душе. Ну, почему-то так Вселенная нас создала не целыми, а вот все время мы все чьи-то половинки, потенциальные. И вот эту вот абсолютную гармонию и абсолютное вот это понимание, принятие себя, да, нам легче всего получить, когда мы в паре, когда мы любимы, когда мы вот являемся только лишь половинкой одного какого-то такого великого целого. Но знаете, это хорошие карты, но они довольно ответственные. Они описывают любовную историю, которую нельзя пропустить, непростительно пропустить, непростительно проигнорировать. Это любовь, которая, может быть, один раз в жизни дается. И если чуть-чуть вы побоитесь, например, вот пойти, ступить на этот путь, то судьба жестока, она дары свои очень легко мимо проносит. Поэтому смотрите во все глаза, вот это великое счастье, чтобы оно все-таки сбылось, и настраивайтесь на долгий союз, на долгосрочные отношения. Ну, гармонию вам как бы дарит космос в этой паре, но от себя транслировать нужно тоже очень правильные, знаете, такие вибрации, потому что мы здесь видим потенциальные отношения без ссор, без ревности, без вот этих всех противных, разрушительных вещей, которые вообще жизнь только отравляют. Ну, третья карта у нас по правилам Вселенной. Интригу задает. Будет ли эта интрига со стороны третьих лиц, со стороны неких внешних обстоятельств? Возможно, но это преодолеется любящими сердцами. Хуже, если вы, вот получив такой великий дар, сами запутаетесь, начнете друг другу лгать, будете неискренними, станете что-то скрывать друг от друга, то здесь вот эта семерка мечей предупреждает именно о таких вот узелках, о некой предположительной запутанности. То есть прекрасная история, но надо следить, чтобы вот не уходить в дебри недоверия, в дебри вот каких-то таких негативных переживаний. Давайте для пояснения еще одну карту достанем, потому что здесь счастливая, но и сложная картинка вам выпадает. То есть, знаете, как счастье, как бремя, вот любовь, как в каком-то смысле экзамен. Это любовь, к которой надо быть готовыми. А готовы ли вы?
Не знаю, что вы думаете, напишите. Готовы ли вы? Максимальная мудрость потребуется в этой истории. То есть это любовь этого лета раскроет лучшие стороны вашей личности, но вам нельзя будет торопиться, опять же. Абсолютно исключены конфликты, ревность, все прочее. Вот это чувство, которое на очень-очень глубоком уровне вот взывает к лучшему в вас и действительно как будто возвращает вам душу, как будто расставляет все на места, возвращает вам вас же. Очень интересная картина. Далее у нас, конечно же, Стрелец. Для Стрельца. Ну, для начала Королева жезлов. Предполагаем, да, по масти, по стихии. Это ваш портрет. То есть вполне себе мы видим такую активную женщину. Карта говорит, что да, любовь возможна, новые отношения возможны при ваших активных действиях. Я не знаю, вы стрельцы, девочки-стрельцы, привыкли вы проявлять инициативу в отношениях. Это может быть совет для вас. И подойти первой, познакомиться, и первой написать, помириться, и ну, вообще взять управление вот этим романтическим сценарием в свои собственные руки. И маг еще. То есть маг – это опять же призыв к максимальной вашей активности. Вот что вы сами себе воплотите, что вы сами для себя наколдуете, насколько вот хватит у вас энергии, дерзости, сил каких-то внутренних, вот то у вас в любви и будет. Как будто бы хороший прогноз, да, потому что ну, мы любим быть волшебниками своей собственной жизни, но опять же карты эти очень ответственные. То есть тут и под лежачий камень вода не течет, а тут и призыв, наверное, вот осознать себя и поверить в себя до такой степени, чтобы там свернуть горы, например, разрушить свое тотальное многолетнее одиночество. То есть, знаете, собралась и прям вот загадала и сама все сделала. Любовь как рукотворное чудо, причем это и к новому знакомству относится, и может быть и к продолжению отношений, и к возвращению отношений. Ой, новая жизнь. Сама вышла замуж, сама захотела, сама вышла замуж. Ну, действительно, брак. Через любовь, через союз этого лета вы буквально вот шагаете в какое-то новое по ресурсам, новое будущее. Туз пентаклей. Это и сама свадьба, и новый дом для новобрачных, и новый ваш совместный бюджет, и вообще максимальное счастье, и возможность почувствовать себя по-другому. Знаете, стрельцы, вам какой-то очень особенный прогноз достался. Вот ни у кого сегодня не было похожих карт, похожих советов. Вы можете все. Ну, в любви. Сейчас, на данный момент. И космос ждет вот ваша инициатива. А может быть, не космос, может быть, вполне себе конкретный человек какой-то вот как раз ждет, как раз, когда вы на него обратите внимание и сможете решитесь быть с ним. Ну, такой совет, я думаю, очень понятный. Дерзайте. И торопитесь, карты очень горячие и очень скорые. Торопитесь, лето быстро пройдет. И можно это время упустить. Это такой шанс вот какой-то, знаете, такой срочный. Куда вас карты отправляют? Вам виднее. Козерог. Для Козерога будет прогноз о любви. С шута мы начинаем. Старший аркан. Явно что-то большое, интересное. Явно что-то, что меняет вашу жизнь. Шут. Это 0.
Это тот самый нулевой километр, точка отсчета. Традиционно считается, что эта карта предвещает новое знакомство. Вот именно эта карта с достоверностью, с уверенностью говорит, что новое чувство, совершенно новая картинка, новый человек вас ждет. Тоже подумайте, насколько вы готовы к этим обновлениям, потому что это, знаете, это в теории хорошо, потому что новый, ну супер новый, взрыв сверхновый. То есть супер новый человек, какого у вас еще не было, новый по своим каким-то, не знаю, данным, по своим каким-то предпочтениям. Шут – это всегда опыт, получение опыта, которого прежде не было, и которого вы, может быть, и не приглашали в свою жизнь, да? Шут. Такая, знаете, беспокойная карта. Ну что, посмотрим тут дальше. Любовный путь не обойдется без разочарований. И вот эту разочарованность вам нужно будет как-то переждать или как-то ее преодолеть. Угу. Но отношения серьезные. У вас будет начало серьезных отношений. Долгосрочных, ответственных, взрослых. Восьмерка пентаклей советует вам тоже, ну, вкладываться в эту историю, понимаете, да? То есть это дом, который новый, вы знаете, с нуля, с фундамента. То есть вы получаете любовную историю на этапе котлована. И нужно много усилий, вложений самых разных, и терпения, и старания. Строить отношения, это так и называется. То есть будете строить отношения, новые отношения, и определенно вам это понравится. То есть есть перспектива с новым человеком остаться всерьез и очень-очень надолго. Пусть не срочную, не спешную, но свадьбу тоже эта карта обещает. Поэтому, по-моему, это прекрасно. Разочарованность будет. Знаете, козероги вечные перфекционисты. И мне кажется, для вас вот не существует просто в природе сразу изначально заданного идеального партнера. Да? Вот хоть кого вам Вселенная, само совершенство пришлет, вы найдете к чему придраться и найдете, что там нужно усовершенствовать, что там надо подкорректировать, что там надо подправить. Ну, работайте. Это все будет очень пластично, это будет удивительный опыт, удивительный, какой-то такой прям, ну, с элементами волшебства, с элементами колдовства. Водолей. Для Водолея карты. Четверка пентаклей. Сохранение. Это главная карта, которая советует вам жадничать и сохранять. Сохраните партнера или сохраните ваши чувства. Держитесь, цените за то, что цените то, что есть. То есть такая сейчас вам в любви показана статика. Даже если вы, может быть, ждете нового знакомства, может быть, лучше задуматься о сохранении и тех отношений, которые есть. Может быть, и не надо вам сейчас. Перемены к худу, четверка. Да, Пентакли говорит. Не надо торопиться к переменам. Ну, пока так. Интересно, может, парадоксальный даже прогноз. И советы, главное, дают карты Водолеям. У вас и так все в порядке в любви. Зачем вы стали видео это смотреть? У вас и так все на своих местах. Вот то, что есть сейчас, вот сейчас, на данный момент, прямо вот читайте картинку своей любовной судьбы. Вот все, что есть, пусть оно как есть и остается. Не надо абсолютно никаких там, ну, знаете, резких движений, лишних каких-то дорог. Она идеальная картинка сейчас. Но важно... Да, картинка идеальная, но важно ее сохранить. А может быть, в этом проблема. Может быть, как раз сохранить что-то трудно, не знаю. Ну и все состоялось. Все, что вы могли или хотели знать и видеть о своей любви,
Все у вас уже есть. Если вам так не кажется, то, ну, так прогностическая часть, да, этого чтения, она, в принципе, тоже очень положительная. То есть новое знакомство, ну, может, естественно, у вас случиться, произойти. И будет оно вот какое-то изначально очень стабильное, очень понятное, с гарантией. Вообще, слова известной песни, да, «Любовь – золотая лестница без перил». А тут что получается? Как будто бы вам любовь изначально с перилами достается. То есть все с гарантиями. Идеальная картинка. Вы скажете, так не бывает. Гармонично подходят друг к другу люди. Настолько прочные отношения, вот знаете, как зацементированные такие. Ну и ваше женское счастье, карта императрица. То есть в этой любви вы получите все. Признание, уважение, здоровье, богатство, детей, в конце концов. В общем, это какая-то такая удивительно правильная, состоявшаяся женская судьба. Давайте еще одну карту достанем сюда, чтобы... Потому что у меня остался вопрос. Мы с 4 пентаклей начали. А будет ли новое знакомство? Да? Вот новое знакомство хотелось бы тоже, чтобы для одиноких людей это все-таки... У кого есть, у того, да, все будет хорошо, все останется, с этим все понятно. Новое знакомство для Водолея. Но опять нет, пояснительная бригада не помогла. То есть опять сохранение, привязанность, постоянные связи. Может быть, так карты обращают ваше внимание на уже известного знакомого человека, от любви которого не надо отказываться, а нужно ее всеми силами сохранять, и нужно присутствовать в том, что есть. Интересный прогноз такой. Очень, знаете, статичные карты. Вот статичные. То есть нет движения. Но, может быть, оно, карты говорят, оно и не нужно. Движение, перемены не нужны. Они к худу. Рыбы. Прогноз для рыб. Рыбы, во-первых, все в ваших руках. Срочные возможности, срочные шансы. Не пропустите возможность, опять же, познакомиться с кем-то, привлечь чье-то внимание. И вообще от вас потребуется инициатива, уверенность в себе и готовность очень быстро ориентироваться, реагировать в меняющихся обстоятельствах. Серьезное знакомство, серьезные отношения вас ждут. Речь идет о браке, о доме, о семье в каком-то широком смысле этого слова. И вы всесильны. Вот я не побоюсь этого слова, потому что вот две карты про абсолютно достаточные ресурсы. То есть чего бы... Маг – это ваш портрет, маг – это вы. В некоторых случаях это может быть указание на фею крестного, на того самого волшебника, который вдруг прилетит и подарит вам эту любовь. Ну, помните, что вот вы выглядите здесь строителем своего счастья, создать семью. У вас будет возможность вот прям взмахнуть волшебной палочкой и создать семью, построить новый дом, очень счастливый, такой вот изобильный дом. Как будто бы ничто не мешает, то есть безграничный вас. У вас очень много ресурсов здесь просматривается. То есть вот как захотела, так и сделала. Никого не спросила, не дожидаясь мнения другой стороны, мнения противника, потенциального противника. Да? Ну и карта умеренности, естественно, тоже говорит о долгом пути, об очень счастливых взаимоотношениях. Человека, с человеком, которого вы встретите этим летом, вы, если захотите, опять же, пройдете очень долгий путь и, возможно, останетесь на всю жизнь. Умеренность, прекрасная карта, она говорит о добродетельных отношениях, спокойных, счастливых, правильных, добрых, об отношениях, в которых нет места ревности и, ну, вообще каким-то таким ненужным страстям. Это отношения без риска потери, без риска, ну, знаете,
без риска запутаться во лжи и неискренности. Новое знакомство. Давайте еще поясняющую карту сюда достанем. Для одиноких рыб вот новое знакомство конкретно будет, не будет. Ну, все понятно. Мы с этого начали, мы этим заканчиваем. Надо постараться. Новое знакомство или продолжение отношений, вообще все любовные истории абсолютно в ваших руках. Да, местами будет трудно, потому что, знаете, девятка жезлов – это человек с перебинтованной головой. То есть это, ну, любовь как подвиг, как результат действительно какой-то такой вот вашей активности. Может быть, вы не этого ждали, потому что рыбы, наверное, более склонны ждать вот судьбу, которая сама все подготовит и сама все решит. Но вот что есть, то есть. Что есть, то я и говорю. То есть у вас очень хорошие шансы именно создать семью. Очень долгосрочный план, очень интересную историю. Старайтесь, торопитесь, потому что вот эти активные жезлы, они всегда абсолютно говорят про время, они всегда торопят. Это шансы, которые долго не ждут. Если он уйдет, это навсегда. Так что просто не дай ему уйти. Ну что же, я вас благодарю за то, что вы со мной. Я желаю вам счастья, настоящего такого вот человеческого, романтического счастья. Этим летом увидимся.